Друзья, всем привет! Приветствую вас на канале. Сегодня 4 июля, четверг, и хотелось бы обсудить с вами новый рекорд по Каспи, новый рекорд по хешрейту, и на сегодняшний день рекорд по хешрейту сети Каспи составляет 406 петахэш в секунду, а это значит, что если вы не смотрели предыдущие видео или же смотрели их, то знаете, что мы с вами здесь на канале говорили о том, что к концу 2024 года я ожидаю, что хешрейт сети Каспа будет приблизительно в диапазоне около 3 петахэш в секунду, а это значит, что хешрейт будет увеличиваться просто на гигантские числа, на колоссальное количество нового оборудования, которое будет подключено к сети, и, по крайней мере, прямо сейчас рост хешрейта и динамика роста хешрейта сети позволяет сделать мне такой вывод. Ну и кроме того, уже через день пройдет новая редакция, то есть количество каспа, добываемых за 1 секунду, уменьшится до 98 касп в секунду. Текущее вознаграждение за добытие блоков составляет 104 касп в секунду, и вот новые уменьшения, да, то есть такие мини-халвинги, но это не халвинги, потому что халвинг это уполовинивание в 2 раза, и он происходит в каспе раз в год, а ежемесячное уменьшение награды за добычу блоков в Каспе производится раз в месяц, и вот следующее уменьшение произойдет через 1 день и 12 часов. Текущий хешрейт сети Каспи составляет 389-390 петахэш в секунду, и это выглядит очень по-бычьи, то есть я считаю, что все-таки хешрейт продолжит расти с такой же скоростью и даже еще быстрее, да, с учетом предыдущих новостей, о которых мы с вами говорили на прошлой неделе, о том, что компания, самая крупная публично торгуемая на биржах майнинговая компания Marathon Digital уже добывает Каспу и добывает ее с сентября 2023 года. Я напомню для тех, может быть, кто не знает, что такая крупнейшая компания в мире, одна из самых крупнейших компаний в мире по управлению активами, как BlackRock, которая в том числе является одним из, как я считаю, инициаторов спотового биткоин ETF, они являются третьими по значимости, по объему вложений в эту самую компанию Marathon Digital. То есть они являются, так или иначе, уже являются держателями Каспы, что не может не являться позитивным, положительным знаком. Ну и как видите, текущее количество транзакций в сети Каспа где-то падает до 0,2, где-то поднимается до 3 транзакций в секунду, но вот когда мы видели запуск протокола Kaspex, бета-версии его в сети, мы с вами здесь на канале наблюдали, что количество транзакций в секунду там доходило буквально до 50 транзакций в секунду, и все это на одном-двух блоках в секунду, да, и как всегда здесь с вами мы ждем, все еще ждем полный переход экосистемы, ну не экосистемы, а сети Каспы на новый язык программирования Rust, который позволит развернуть гораздо большее количество блоков, нежели 1-2 блока в секунду. Данный язык программирования позволит уже развернуть более 10 блоков в секунду, что просто кратно увеличит количество транзакций и саму пропускную способность сети. Ну и пока максимальный хешрейт составляет 406 петахэш в секунду, это для меня является безусловно бычьим фактором. Мне бы хотелось обратить ваше внимание на еще один важный фактор. Если вы, опять же, смотрели мои предыдущие видео, то вы видели, какое количество активных адресов, да, то есть адресов с более чем одной каспой в сети все это время было, и за последние несколько дней эти адреса увеличились, в том числе, я считаю, что это произошло за счет не только адопшена, за счет развития самой экосистемы, за счет развития сети Каспы, но за счет как раз таки внедрение протокола Kaspex, когда появилось больше новых адресов. В частности, лично я создавал новый отдельный адрес для того, чтобы перевести на него определенную сумму для минтинга токенов. Но в том числе это значит, что экосистема, точнее не экосистема, а сеть развивается, и все больше новых пользователей присоединяются, и
396 586 адресов на самом деле сумма небольшая. Почему? Потому что у одного адреса может быть несколько кошельков, то есть, точнее, у одного аккаунта может быть несколько адресов, у одного кошелька может быть несколько адресов. Но даже если мы возьмем сумму в 396 586 адресов и поделим ее, ну, хотя бы на 5, да, то есть, например, вы несколько раз получали Каспу, а кто-то получает ее больше раз, но кто-то получает ее на один адрес, да, возьмем на текущий момент такую, это очень грубый подсчет, но давайте возьмем его за основу, возьмем 5 кошельков, то в данный момент в сети Каспа, ну, я так полагаю, около 79 тысяч пользователей, да, то есть, возможно, их чуть меньше, возможно, их чуть больше, но примерно такое количество людей, и это значит, что эта сеть все еще находится на своем раннем старте, то есть на низком старте, когда не так много людей до сих пор знает об этой сети, но чем больше людей будет узнавать о ней, чем больше времени будет проходить, соответственно, тем больше людей будет заходить в данную сеть, будет ей пользоваться, будет понимать, что это за сеть, как она может быть полезна, где она может использоваться, где она используется сейчас в первую очередь, и, соответственно, из-за этого она будет продолжать расти, особенно в формате хешрейта и, конечно же, цены, то, что интересует больше всего, я так полагаю, большинство из вас. Ну и касаемо новостей, вот буквально сегодня в Твиттере зашилилась такая новость, которую выложили, перепостили у себя большинство информационных ресурсов, о том, что GTA 6 будет принимать платежи в криптовалюте. И я думаю, что да, определенно это будет так, потому что та же GTA Online, которая сейчас есть, то есть компания Rockstar, которая выпускает GTA, зарабатывает в текущий момент времени больше всего на онлайн-транзакциях для своего сетевого режима. То есть это внутренние игровые покупки, различные скины, различные предметы в игре, но так или иначе компания очень много зарабатывает на этом, и внедрение криптовалют в платежи внутри игры будет определенным бустом, ну, во-первых, для криптовалют, а во-вторых, для самой компании Rockstar и для той же GTA. Да, касаемо хешрейта мы уже с вами обсудили, осталось примерно 4,81% нод, которые не перешли на язык программирования Rust, но вот буквально за последние пару дней, когда я заходил на данный ресурс, данный обозреватель, я наблюдал картину, что процент оставшихся нод, которые еще не перешли на Rust, составлял там порядка 1,8%, то есть мы уже находимся, грубо говоря, на финишной прямой для перехода на 10, во-первых, на язык программирования Rust, а во-вторых, для перехода на 10 блоков в секунду. И, как я уже сказал, 10 блоков в секунду помогут сети увеличить ее пропускную способность буквально кратно. Ну и, конечно же, хотелось бы сказать о том, какая сумма двигается по сети, и в текущий момент времени мы видим, что Каспа просаживается, да, как мы с вами здесь и обсуждали, что первый уровень, которого я ожидаю достигнуть, это уровень 0,786 по Фибоначчи, это уровень в 17 центов, мы его достигли. И сейчас мы провалились за него, я думаю, что все-таки мы так или иначе дойдем до уровня где-то в 15,5-15 600 центов, по крайней мере, кольнем его, и после этого рост, безусловно, продолжится, потому что уже в этом месяце, я думаю, что протокол Casplex покажет нам допиленную версию, допиленную бета-версию и запустит снова ее в сети с учетом исправления всех тех ошибок, которые у нее были. Ну а если вы не видели предыдущее видео касаемо запуска протокола Casplex, касаемо тех токенов, которые я заметил, то крайне рекомендую вам открыть видео на канале, предыдущее и предпредыдущее, посмотреть об этом и узнать об этом более подробно. Ну и текущая цена по Каспе составляет 16,5 центов.
По-прежнему все, что говорил в предыдущем видео, остается актуальным. Считаю, что это достаточно неплохой уровень для открытия лонга, но если вы открываете лонг по Каспи, если вы торгуете на фьючерсах, то будьте аккуратны, следите за своей ценой ликвидации, потому что ваша цена ликвидации как минимум должна находиться ниже начала уровня восходящего канала, то есть ниже 10 центов. Если вы открываете лонг с изолированной маржой, а не с кросс-маржой, то будьте крайне осторожны, потому что выходы до диапазонов 15 центов при открытии лонга прямо сейчас могут запросто ликвидировать вашу позицию, особенно с учетом того, что происходит с биткоином. А с биткоином происходят следующие вещи. Прям сейчас, да, мы видим, что биткоин торгуется на отметке в 57 тысяч долларов. За последние 3 дня мы видели такое кратное снижение, да, которое прям говорит нам о том, что рынок падает, что очень много негатива на рынке, что правительство Германии продает биткоины, биржа MTGOX, которая объявила о выплатах, также продолжает тестировать первые платежи, но опять же, если вы смотрите мой канал, то мы с вами это уже обсуждали, что это лишь некий фат на рынке, который стоит либо игнорировать, либо принимать как сигнал для увеличения своей позиции, своего портфеля, своего количества монет, для того, чтобы в последующем увеличить свои проценты и, соответственно, свою прибыль. Ну вот, как видите, такое вот самая низкая, да, точка по биткоину, которая была, это было 56 467 долларов. Сейчас мы находимся приблизительно на этой же отметке, и вопрос не в том, отскочит ли биткоин, да, а вопрос в том, какие дальше выйдут новости, как это повлияет, опять же, на продажи, но я считаю, что все-таки конкретных сильных, да, такого сильного давления продаж там ниже 52 тысяч, я думаю, что мы все-таки не увидим, потому что так или иначе, когда мы видим снижение цены, то мы также видим, если мы следим за всей информацией, которая происходит, за всем тем, что происходит вокруг нас, что люди не только продают, но также люди покупают, а если люди покупают и покупают разом на огромные суммы, то значит, что они явно уверены в этом активе, и бычий рынок, по сути, да, после халвинга прошло там у нас несколько месяцев, и халвинг у нас был, вот, напоминаю, да, в апреле 2024 года, прошло буквально несколько месяцев, и мы видим такое вот давление на цену, этот фат на рынке, что биткоин будет падать, правительство продают, все его продают, никому он больше не нужен, биткоин идет на ноль, но по-прежнему скажу, что я считаю, что это не совсем так. Поэтому, естественно, главный актив, который мы наблюдаем здесь, это Каспа, потому что Каспа — это тот проект, в который лично я верю, в который я верю больше всего, в котором я вижу, мало того, что я вижу развитие, я вижу в нем применимость, да, опять же, повторю, что прямо сейчас за Каспу уже существует агентство недвижимости, где вы можете приобрести недвижимость, уже существуют магазины, да, в которых вы можете прийти и купить, грубо говоря, себе продукты, получить какие-то услуги, потому что эта сеть работает с невероятной скоростью, эта сеть максимально децентрализованная, и при этом в этой сети еще есть куда развиваться, есть к чему стремиться и есть что улучшать, поэтому я считаю, что в долгосрочной перспективе так или иначе этот актив будет расти. А вот такие небольшие снижения, да, которые мы видим, ну вот, например, с пика по цене мы вот в данный момент снизились там порядка 16%, и в случае таких снижений я лично предпочитаю либо добирать позицию на споте, либо открывать новые позиции на фьючерсах для того, чтобы продолжать впоследствии увеличивать с этой прибыли на фьючерсах свой депозит в количестве монет. Вот такая у нас информация на сегодня. Конкретных новостей не особо много. По-прежнему не одобрен эфириум спот ETF, о котором я говорил, что в ближайшее время он одобрен не будет, и мы видим, что он не одобрен. Правительство продают, все очень плохо, в кавычках, конечно же, но
Лично для меня я нахожу это время отличным моментом, хорошими возможностями для продолжения инвестирования. Ну и сможем ли мы увидеть уровень в 15,5 центов, да, то есть в 0,16 по Фибоначчи, сможем ли мы опуститься ниже, покажет лишь время, но я думаю, что даже если эти уровни мы увидим, то это будет на какой-то крайне короткий промежуток времени, потому что напомню, что хешрейт продолжает расти, а когда растет хешрейт, когда крупные корпорации вкладывают огромные средства и инвестируют в развитие майнинга конкретной сети, я считаю, что они делают это не просто так. Если у вас остались какие-то вопросы, если видео было полезным, то оставляйте обязательно комментарии, оставляйте обязательно, спрашивайте о том, что вам было непонятно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем желаю отличного дня, отличного завершения рабочей недели. На этом на сегодня все. Всем пока.